Друзья, привет! Сегодня будем говорить про объектно-ориентированное программирование. Что же это такое за зверь и с чем его едят? И я некоторое время думал, в каком формате лучше всего это подать, чтобы было понятно вам, чтобы было интересно смотреть, и придумал. Оптимальнее всего будет это увидеть в формате моего общения с другом. То есть я другу показываю, что такое объектно-ориентированное программирование. Он имеет уже некоторые знания в программировании и тестировании, и довольно большой опыт работы в тестировании. Просто я хотел именно объяснить ему объектно-ориентированное программирование, чтобы, так сказать, улучшить его знания в этой сфере. Надеюсь, что это получилось. Вот. И надеюсь, что у вас при просмотре тоже что-то в голове устаканится и станет более разумно и понятно. Так что вот приступим к просмотру. И, ребята, если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, говорите, что понятно, что непонятно, что понравилось, что не понравилось. Может быть, у вас какие-то замечания есть. И в целом, если вас интересует тема тестирования и программирования, то можете обращаться ко мне, писать также в комментариях. Есть еще несколько идей насчет этого. И также, ребята, я преподаю курс по тестированию, и если вам интересно, соответственно, можно комплексно вам это все описать и рассказать, скажем так. Очень интересно, думаю, будет. Поэтому приступим, поехали! Сегодня мы, короче говоря, с тобой начнем про классы говорить, объектно-ориентированное программирование и в целом таком. Надеюсь, за один урок получится объяснить весь этот концепт, потому что все объясняют его, знаешь, по-разному, и некоторые объяснения, как по мне, так полный бред. То есть, Вот я вот пытался это понять. Что мне вот. объясняли, что-то до меня не сильно доходило. Ну, на твой взгляд, вообще, зачем нужно объектно-ориентированное программирование? Нахрена оно вообще, в принципе, сделано? Какой смысл в этом? Да Чисто. чтобы использовать абстрактные понятия. Мы же не битами там и байтами, как этот в ассемблере фигачим. Не, ну это понятно, это все-таки это может добиться и функционального программирования, грубо говоря, написать кучу функций и их запускать. А есть какая-то определенная вещь, зачем Ну, нужны... можно было использовать много раз одну и ту же функцию, Во, а не писать ее раз за разом одно и то же весь код, а вызывать эти функции откуда-то они было бы. именно так. Но поподробнее как раз и поговорим, зачем это все нужно сейчас. IntelliJ IDEA. Запускаешь все стандартно. Запускаем, создаем проект. Вот. Здесь в проекте на самом-то деле единственное, что значит, как по мне, когда мы создаем, ну, во-первых, пару вещей. Первое, это какую версию Java мы используем, да, то есть можем какой-нибудь 19, можем какой-нибудь 21 и прочее. Ну, по идее, для наших Это целей... 11 у меня сейчас. Что-что? У меня 11 А, у тебя в данном. 11? Да, мы Их все под 11 делали. старая, мне кажется, довольно. Ну, а нам особо там не надо ничего было. Ну да. Опять же, потом в IntelliJ IDEA выбор языка, ну, стандартно кстати, Kotlin популярен, но я на Kotlin особо еще не пробовал. В основном, да, Java. Не будем на Google смотреть, пока я думаю. На Google, в смысле? Ну, Kotlin это же гугловская разработка. Ну да, но она, кстати говоря, ну, попроще Java. Кстати, по-моему, заставили их сделать, просто потому что там какое-то судебное разбирательство было, и, грубо говоря, чуть ли не заставили это А там сделать. не 40 вам бодались. Да, не суть. Они решили сделать свой, так сказать, клон Java, только немножко более современный. Итак, хотя Java, как по мне, она для изучения гораздо приятнее. Итак, выбираем Java. И здесь вторая важная вещь, build system. Видишь, есть Maven, есть Gradle. IntelliJ я никогда не использую. Есть Maven, есть Мы Gradle. работали Мабины. Вы работали в Maven, окей. Gradle ты когда-нибудь использовал, кстати говоря, или нет? Нет. Не, ну, как Gradle на самом-то деле, он использует отдельный язык программирования, который называется Groovy. Кстати говоря, вот он здесь указан, Groovy. Это, по сути, большая система сборки. Это что такое девопсовское уже больше, чем для как бы, программирования, как по мне. Там целая система с своим языком. Для наших целей Maven с головой пойдет. Ну, ты знаешь, зачем нужен Maven, да? Или как бы мы обсудим это тоже? Ну да, да, обновление всех компонентов, которые висят во фреймворке. Ну, не просто обновление. Ну, сейчас, короче, все, жмем создать, и тут Ну и компиляция еще там. Хотя я думал, что это IntelliJ компилирует вроде. Ну ладно. У меня, я не, говорю, есть очень такие пробелы. Я все, говорю, сейчас какие обсудим. кнопки нажимать я знаю, а что там происходит, я не очень знаю. О, супер, сейчас разберем. Короче говоря, создаем проект и добавляем sample код. Просто там hello world, чтобы был, грубо говоря. Итак, создалось. Кстати говоря, проект с Maven обычно создается чуть быстрее, потому что там, ну, как бы меньше всякой хренотени. Попроще, мне кажется, для изучения, чем Gradle. Смотри, создался наш проект, и в нем класс main, просто видно нормально, да? Класс main. Да.
Просто он порой тут мелкий шрифт, который пишет просто hello world. В Java функция main, она основная, и с нее всегда начинается программа. Грубо говоря, ты не можешь запустить программу, если там будет функция не main, а как main 2, да? Ты поменяешь, и видишь, даже кнопка play пропала, потому что ты запустить не можешь. Вот. По поводу того, что Maven у нас находится в корне, называется POM.XML, стандартно, да? И здесь эта система, которая, грубо говоря, вот в Eclipse, ты, наверное, если создал какой-то проект, ты знаешь, что там нужно было часто вручную перетаскивать все зависимости в папку, то есть там, допустим, веб-драйвер перетащил, Chrome-драйвер перетащил, все нужно было делать вручную, грубо говоря, все эти перетаскивать библиотеки. Задача Maven заключается просто в том, чтобы вместо того, чтобы это все делать вручную, ты просто указываешь, вот здесь вот будет такое отдельное dependencies, вот, и сюда ты указываешь, какой именно кусок ты хочешь закачать. Будь то веб-драйвер, Chrome-драйвер, что угодно, короче говоря. Как это найти насчет этих всех dependencies? Ну, мы на втором уроке больше будем это обсуждать. Но на самом деле есть просто репозиторий, тот же Maven, он репозиторий, по-моему, так, грубо говоря. Вот, так, Maven Central, да, по-моему, это вот. Вот, и здесь мы набираем любой интересующий нас библиотеку, любую, тот же веб-драйвер. Веб-драйвер. Вот. Веб-драйвер должен же быть под определенный браузер, правильно? Тут на самом деле нужно отдельно две штуки сделать. Смотри, отдельно сначала пишем Selenium Java. Тут же, видишь, последнюю, выбираем, какую версию мы хотим. Опять же, тут куча разных версий. Потому что часто бывает код написан для специальной версии веб-драйвера. То есть, допустим, ну, более старая, более новая. Вот ее выбираем здесь. Просто копируем. Здесь видишь, причем здесь для Gradle есть, а есть для Maven. Вот это по умолчанию для Maven. Это для Gradle по умолчанию, сорян. Вот это для Gradle. Для Maven нажимаем эту кнопку, и вот она пишет dependency здесь. И вот здесь вот это dependency, собственно говоря, и вставляем. Все, и оно пошло. Так, что она говорит, что она ругается. Edward Content. Okay. Тут еще нужно вставить вот так вот dependencies, по-моему. Вот, и здесь dependencies это втыкаем. Кроме dependency, еще dependencies. В общем, да, система такая. Вот, все, видишь? И потом нажимаем, то есть кнопка будет синхронизировать, и после этого синхронизирует эту библиотеку. И так то же самое, второй добавляется Chrome драйвер. Потому что мы работаем с Chrome, допустим, или с Edge драйвер, в зависимости от того, что нам нужно. Потом это все, то, что сюда импортируется, мы это используем в классе main. Вот. Собственно говоря, таким образом пишем импорт и название библиотеки. То есть сначала добавляем здесь, потом импортируем ее в файл-класс. Но мы это будем делать на втором уроке. Здесь сейчас просто не хочу все в кучу мешать. Сегодня основная задача Maven это просто сборка всего. То есть сборка нашего продукта, вот, как общность. Смотри, значит, говоря о классах. Ну, чтобы было проще, да, объяснять, говорить об этом всем, давай-ка на конкретном примере объясним. Для чего нужно ООП и прочее. Ну, смотри, то есть, грубо говоря, люди чесали репу, как можно упорядочить весь код, да, то есть, взять все собрать воедино, и при этом, чтобы один программист тот кусок кода, который он написал, мог использовать легко другой программист. Вот таким образом. Для этого был создан ООП, чтобы тот же веб-драйвер, чтобы тебе не пришлось писать всю реализацию за себя, ну, как бы тебе сначала решили сделать как бы объектно-ориентированное программирование. Когда ты берешь готовый объект, ты с ним работаешь. Перенося это на более простые примеры, обычно говорят о кошках и собаках, да, то есть это стандартно. Но обычно начинают в дебри лезть и людей запутают. Я постараюсь как-то более-менее понятно объяснить это все. Ну, то есть, к примеру, вот у нас есть animal класс, да, сейчас это побольше. Animal, то есть животное. И у животного определенного будут... Какие функции могут быть у там животных, да? Обычно, к примеру, животное может издавать какие-то звуки. Ну, к примеру, make sound. Это как бы псевдокод напишем, да? Как у определенного животного может быть какой-то возраст, да? То есть, допустим, age. И вот у животного что он еще может делать? Что давай придумаем? Ну, пускай будет брит, да, брит, допустим. Какая-то порода, да, определенная будет у животного. Вот. Это, в принципе, мы говорим о объекте, который
мы не знаем конкретно, о каком животном говорим, мы просто говорим в целом и общем. Вот есть животное, вот у него есть вот такие 3 характеристики, к примеру, да? А потом мы решаем, так, хорошо, вот, допустим, животное это такое есть, но это, в принципе, это ничего не значит, да, то есть это может быть абсолютно любое животное. Мы решаем, а ведь есть разные типы животных. Например, у животного cats она будет наследовать все черты от animal, к примеру, да? И плюс, кроме того, вместо того, что издает звук, она издает, ну, мяу, допустим, да, она говорит там, звуки мяу издает, вот. При этом, если мы говорим про dogs, то оно также издает у нас гавкой, соответственно, там. Опять же, наследует от класса animal, при этом, смотри, наследовать она может даже не от класса animal, а также от cats. То есть и добавлять какие-то определенные черты к cats. То есть, ну, это, так говоря, упрощенно. Пускай от animal будет для наших целей. Она, соответственно, bark будет. Вот. То есть это мы говорим вот этих 3 классах. В Java это понимается все под названием класса. То есть есть какой-то класс животное, есть класс cats, есть класс dogs. Что важно понимать, что все эти вещи это как шаблоны. То есть ты, грубо говоря, можешь использовать это все как шаблон. То есть каждый из этих элементов это шаблоны. То есть, да, шаблоны. То есть это еще не объект. Потому что мы должны этот объект еще создать и с ним работать, грубо говоря. Ну, там разные специфика есть. Давай это все перенесем на Java, чтобы это было как бы более-менее понятно в плане кода. И потом, соответственно, как бы объясним, как это все в плане веб-драйвера и прочего используется. Ну, хотя бы начнем сегодня. Смотри. Ну, опять же, стандартно классы создаются, ты знаешь, когда в IntelliJ IDEA. Правильно? Я не создавал, если честно. Создавал? Окей. Смотри, у нас есть папка Java, да, то есть обычно стандартная структура. Есть source, папка в ней main, в ней Java, и в Java название пакет, этот org.daemon, это просто как бы название моей организации, которая используется в IntelliJ IDEA. Это все. И в нем класс main. Кстати говоря, есть еще класс тесты. Обычно создается класс тесты, Java, и сюда кладутся именно тесты. То есть юнит-тесты кладутся, UI-тесты, обычно все в папку тест. Но мы сегодня не трогаем тесты, а мы делаем в основе Java ресурс. То есть вот здесь пишут программисты, а в тестах, допустим, тестировщики. Да, все правильно. Я сейчас смотрю на свой этот проект, и там, да, тесты, там все эти тесты висят. Именно так. Смотри, мы отталкиваемся от того, что у нас уже есть класс main. В классе main мы будем вызывать то, что мы написали, наши функции. Вот. Мы будем использовать его как, грубо говоря, как финальную точку, откуда, вернее, начальную точку, откуда мы все запускаем. Мы решили создать проект про кошек и собак. Значит, мы создаем класс, который называется сначала animals, правильно? Animal. Вот, то есть основной класс. Вот. Нажимаем, он спрашивает добавить его в git. Стандартно говорим, что добавить. Пускай в git добавится, так как у нас система git изначально, кстати, занесена здесь. Кстати говоря, что в Mac удобно, что можно открыть тот же, опять же, как его, терминал. Так, где у нас игра tools? Вот терминал. И узнать статус по гиту, да, то есть git статус. Все отсюда, стандартно. Все. То же самое, да, вот в IntelliJ то же самое можно, не обязательно на Mac. Да, все то же самое, как бы, но в Mac некоторая гибкость, что там пакеты удобнее ставить и прочее, прочее. Есть специальная система пакетов, то есть мне гораздо удобнее. И я все равно считаю, что тот же Linux, виртуальная машина, ну, даже удобнее будет, чем на винде все это делать. Но опять же, это личное предпочтение тут зависит. Короче, смотрите, создали класс Animal, пишем в класс Animal функции. Как функция пишется на Java? Ну, весьма просто. Сначала что пишем? Сначала пишем, что из себя эта функция будет представлять в плане того, что она будет публичной, допустим, она будет доступна из всех классов из нашей программы, либо она будет private, то есть приватной. Давай назовем, пускай она будет публичной, так мы будем вызывать ее из других частей нашей программы. Пишем public, а потом пишем, что наша функция будет ничего не возвращает, потому что мы просто выполняем функцию и все, мы ничего не возвращаем. Значит, слово void пишется. Кстати говоря, мне этим нравится Java, в отличие от какой-нибудь Python, где нет этих ключевых слов, и ты в итоге читаешь код, такой, блин, что за херь? Все запутано, там какие-то табуляции, эти всякие пробелы, ничего не понятно. Тут все четко. Что мы хотели сделать? Мы хотели сделать make sound. Вот. Называем функцию make sound. Собственно говоря, мы открываем скобочки, мы на вход ничего не берем. Обычно, если мы хотим какое-то, допустим, что-то на прием, какое-то значение взять, мы в скобочках пишем тип значения. Ну, например, там string, integer и прочее, да, то есть, мы ничего в этом случае не берем на вход.
Пишем, соответственно, эти скобочки фигурные, пишем system out println и пишем, что у нас sound is made, допустим. Sound is made. Вот, смотри. То есть мы создали один класс, который занимается чисто у нас непосредственно отображением sound is made. То есть вот, к примеру, класс animal. Хорошо, давай как раз таки на этом примере сейчас и сделаем вызов этой функции. Что нам нужно сделать, чтобы вызвать эту функцию? Ну, по идее, если так вот подумать, если человек не знает ничего про OOP, он подумает, что нужно просто написать animal, к примеру, animal.makeSound. Да, то есть, ну так не работает в объектно-ориентированном программировании, просто по той причине, что каждый объект это просто шаблон. То есть, видишь, это просто шаблон, в котором написано, что он может делать makeSound. На данный момент этот шаблон, как сказать, он не создан еще. То есть мы его не используем. Вот, его нужно, прежде чем использовать, его нужно создать, этот шаблон. Для этого существует вот что. Мы пишем animal, потом говорим название этого объекта, то есть мы создаем, из этого шаблона мы создаем объект, грубо говоря. Ну, к примеру, пускай объект называется animal. Говорим равно new. Вот слово, ключевое слово new как раз таки говорит о том, что мы создаем экземпляр от этого класса, экземпляр класса animal. Вот, мы называем его animal. Вот, точка с запятой. А вот уже когда мы создали этот объект, вот он у нас объект готов, все, что мы должны сделать, как мы его вызовем, как думаешь? Без понятия. Вот, смотри, вот мы создали этот объект, чтобы его вызвать, просто нужно нажать animal, точка, и видишь, он автоматически подсказывает, что он должен делать make sound. Вот. То есть таким образом мы создали экземпляр этого объекта animal, в котором есть функция make sound, и мы осуществляем его вызов. То есть если мы сейчас запустим это все дело. Подожди. Вот этот animal большое, это класс. Угу. Именно так. Потом animal это объект. Название объекта. Ты можешь его назвать Andrew, допустим, если хочешь, тебе проще будет. Вот. Andrew make sound. Так. Угу. И new animal это вот именно вызов этой функции. Это функция? Это не вызов этой функции, это создание, ты говоришь, создай мне объект с названием Andrew. Ну, то есть, стандартный синтакс такой. И не спрашивай, почему он так вот с этим словом new и прочее, но вот так вот они решили сделать. Мы решили просто создать объект Andrew на основе шаблона animal. Вот этот шаблон animal, вот он здесь. Вот. У него есть одна функция make sound. Ты будешь дальше добавлять разные функции, и все ты можешь использовать их в рамках вот этого вот Andrew. Что такое метод, мы будем позже рассматривать? Что? Что такое метод? Будем Метод позже это то же самое, что и функция. Метод то же самое, что и функция. Вот он, make sound, это название этого конкретного. Это абсолютно одно и то же? Разное название одного и того же? Я всегда, значит, называю и метод, и функция, но по сути это одно и то же, да. То есть Я это не слышал функция, слышал только метод. одно и то же, короче говоря, разницы не имеет. Смотри, ты подумаешь, что чем хорошо объектно-ориентированное программирование, то, что ты можешь также взять и создать, допустим, ты решил в другой части кода использовать это все дело, да, ты возьмешь, напишешь, опять же, animal, Andrew, допустим, 2 равно new, опять же, animal, и пишешь Andrew 2 уже, и, допустим, пишешь make sound. То есть, таким образом, ты можешь хоть 100 объектов эти сделать. Для чего, кстати говоря, это все нужно, тоже более подробно обговорим чуть позже. Но просто знай, что вот ты можешь создавать неограниченное количество вот этих вот объектов и с ними работать. То есть, это создает некоторые, удобности в использовании. Кстати говоря, можно не создавать объекты, можно использовать как бы единый. То есть, допустим, animal, это тоже обсудим. То есть, не обязательно создавать объекты, но как бы вот за правило возьми, что нужно создать объект сначала, а потом с ним работать. Это более-менее понятно или запутал? Более-менее понятно. Окей. То есть, С терминологией еще разобраться, чтобы это разуметь лучше. Да, и, кстати говоря, на примере этого же веб-драйвера, который, опять же, будем потом разбирать, смотри, там то же самая система, там веб-драйвер, просто у нас сейчас, видишь, этого модуля веб-драйвер в проекте нет, поэтому он ничего не пишет, он сейчас пишет ошибка. Мы говорим веб-драйвер, драйвер равно new
веб-драйвер, допустим. Вот. И таким образом мы создаем объект драйвер. С этим объектом драйвер пишем драйвер. И вызываем его. И все. Таким образом мы работаем с объектом драйвер в течение всей программы. Вот. И мы причем можем решить, что в другой части программы мы будем использовать другой объект с другими значениями, скажем. И его можно переиспользовать в другой части программы. То есть не обязательно один использовать. То есть этим... А если бы этого всего не было, представь, то пришлось весь кусок кода веб-драйвера пришлось взять в свою программу впихнуть. То есть это от начала до конца. То есть представь, допустим, все написать, там, как работать со страницей, как открывать браузер и прочее, всю логику пришлось написать. То есть в этом плюс объектно-ориентированное Это программирование. вызов библиотеки тогда получается? По большому счету, да, ты можешь назвать это вызовом библиотеки. Просто в нашей программе этой библиотеки никакой нет. Видишь, у нас просто класс Animal, в котором только одна функция. Но по большому счету мы вызвали библиотеку, ты прав. Просто у нас она, видишь, в другом классе находится. А так бы, естественно, у тебя в pom.xml она была бы указана. И после этого ты бы ее просто юзал. Дальше, что мы хотели со всем этим делом делать? Кстати говоря, во-первых, красивое слово, которое называется инкапсуляция в объектно-ориентированном программировании, да, то есть это скрытие реализации класса. То есть реализация скрыта вот в одном классе, и, грубо говоря, от другой части программы неизвестно до конца, что находится в этой части, в этом классе. Это и называется инкапсуляция. Ну, к примеру, видишь, слово public здесь написано у нас. Это означает, что эта функция или этот метод, да, как бы он открыт для всей программы. То есть ты можешь производить вызов из любого места программы. Допустим, это andrew.makeSound, да, вот. Но если бы ты поменял это слово, к примеру, на private, это бы означало, что оно только в пределах этого класса работает. Ну, для чего это нужно? Например, ты хочешь скрыть функции те же или переменные, да, то есть только чтобы в этом классе не работает. Ты говоришь private, все, типа не трогать. Уже другой программист даже не мог обратиться к ним, к этим переменам, никак с ними не взаимодействовал. Вот этим хорошо как раз объектно-ориентированное программирование, что позволяет инкапсулировать все вот в одном месте. Вот. И видишь, как только я это сделал, он тут же пишет ошибку, говорит, какого черта, говорит, ты пытаешься обратиться к методу makeSound, а он как бы скрыт, ты не можешь к нему обращаться, это просто ошибка. Поэтому, естественно, здесь пишем public, пишем публичный. То есть это важно понимать. В Java это вот прям очень важная вещь. И в Java мне опять же нравится, что все это описано, вот ты читаешь, ты понимаешь, ага, вот что это значит. Ну, естественно, если ты в функции решил бы, скажем, вернуть какую-то переменную, допустим, integer, да, то ты бы написал public int, и после этого, видишь, он пишет, после этого тут же ошибка появилась, потому что должен return сделать. Return какого-то значения, какой-то переменной. Вот, но у нас никакой как бы, переменной здесь нет, поэтому пишем, вернем void. Это все, опять же, еще дальше рассмотрим. Void это значит, что мы не возвращаем ничего? Именно так, пустота, то есть, допустим, то, что пишем в скобках, это пишем string, допустим, age, да, и вместо void мы решим, давай не string, а пускай int age, пардон, неправильно, int age, допустим, ты на вход берешь age, и, допустим, на возврат ты тоже хочешь вернуть какое-то число, да, пишешь здесь public int, вот, и, соответственно, здесь пишешь return, к примеру, age. И таким образом у тебя функция, которая берет на вход age и на выходе возвращает тоже какое-то число. Вот. То есть в Java очень жестко, ты можешь вернуть только один тип значений, и то он четко сразу сказать, что тебе там нужно. На других языках, кстати говоря, там более гибко, в том же питоне. Вот, но я питон вообще не фанат ни разу, поэтому не будем разбирать. Ну, короче говоря, запомни, что вот сигнатура функции, или метод это называется, в сигнатуре ты можешь указать тип, значит, либо это публичный, либо это private, потом тип возврата и, соответственно, ну, очень важно, конечно, название функции указать. Кстати, обратите внимание, что название функции Java пишется вот так вот, допустим, сначала с маленькой буквы, потом с большой. Это я в курсе, да. Это в Camel Case. Да. Кстати говоря, не во всех языках так, где-то это не используется, и, я не знаю, просто пошел за правило так вот делать. Так, у нас задача какая? Сделать еще два класса. Это кошка и собака, соответственно. Вот. И мы решаем сделать класс, допустим, сначала dog. Вот. Создаем класс dog. Опять же, добавляем его в git. Что ты еще делал? Ты сделал через какую функцию? Как через добавил класс? Нажимаешь правой кнопкой на эту папку, да, нажимаешь new, и здесь выбираешь класс. Okay. Следовательно, ты можешь тут еще файл, просто Kotlin класс, ну, как бы нам первый Java класс подходит. Смотри, doc на текущий момент, она вот пустая функция, пустой класс, который ничего не делает, да?
Мы хотим что сделать, док? От кого наследуем собаку? От какого класса? Animal? Правильно. Соответственно, мы пишем ключевое слово в Java называется extends. Extends типа расширяет, да, расширяет наш класс animal. Вот. Все, теперь получается так, что мы, грубо говоря, таким образом включили все, что написано в классе animal, все эти функции, автоматом врубили это все в док. После этого оно начинает понимать, что такое, ну, как с этим всем делом работать. Ну, теперь, к примеру, можно уже попробовать написать, допустим, этот Andrew Newmail можем убрать пока, чтобы не маячило. Давай создадим теперь класс doc, потом, естественно, doc равно new doc. Вот, точка запятой. И здесь, обрати внимание, мы пишем doc, точка, и видишь, здесь make sound автоматом уже как бы можем использовать. Просто doc, точка, make sound. И если мы сейчас запустим, что происходит, он напишет sound is made, да? Ну, то есть, таким образом мы автоматом включили все, что есть в классе animal, в наш класс doc. Вот оно сразу автоматом заработало. И при этом у нас никаких усилий даже не потребовалось. Мы автоматом все это врубили. Вот. И, следовательно, объект-ориентированное программирование, это мы обсудили с тобой первый концепт, да, что, значит, у нас так, подожди, о чем первый? Инкапсуляция, да. Вот инкапсуляцию обсудили. То, что у нас таким образом можем все скрыть, реализацию в одном классе, да. Это первый концепт, что мы скрываем все и как бы таким образом перемены внутри скрыты, либо открыты, мы решаем, как мы все это делаем. А второй именно элемент объектно-ориентированного программирования, это именно наследование. То есть мы можем сказать, что один класс все берет от другого класса, но еще и добавляет третье. Вот в этом заключается наследование. Понятно более-менее? Да, мне пока только синтекса немножко Синтаксис заморочка. это все как бы... Кстати говоря, мне в Java больше всего синтакс нравится, это личное. Слово extends, видишь, она просто одним словом все это решаем, то есть extends. Вот. Но в чем тут загвоздка? Что видишь, мы пишем, мы говорим sound is made. То есть мы не указываем, какой саунд, как бы, какой саунд издает животное. Мы еще об этом не знаем, да? И именно это мы должны подкрутить таким образом. То есть мы делаем, берем за основу реализацию и как бы добавляем в нее другие свойства, грубо говоря. Вот. Ну, к примеру, тут пишем класс public, опять же, void. Какая называлась функция? Называлась функция makes sound, да? Public void пишем, опять же, make sound. Вот здесь. И здесь пишем system out println barking. Вот. И все. Теперь мы настроили, что эта функция make sound. Оно не берет те же самые значения, что в animal, а вместо этого она делает что-то свое. Ну, то есть, если мы запустим сейчас эту нашу программу, то смотри, что получается. Видишь, он говорит barking вместо sound. То есть, он взяло, программа такая запустила класс doc, такая смотрит, так, в классе doc уже есть метод make sound. Значит, мы не берем то, что у нас в animal находится. Мы это игнорируем, и мы берем именно ту реализацию, которая находится в doc. Вот. И эта вещь, именно эта штука называется полиморфизм. То есть, грубо говоря, много разных опций, которые можем выбрать. Да? То есть, можем выбрать опцию, которая находится в этом классе, либо находится в animal, но мы выбираем ту функцию, как бы другую форму. Да? То есть, выбираем ту форму, которая нам удобна. Вот это как раз-таки полиморфизм, который, опять же, очень много все говорят, что к чему, что это такое сложное. На самом деле просто используем другую реализацию, которая именно в классе doc написана. Понятно более-менее? Ну, разве что более-менее. Но Так, пока что не непонятно? Смотри, кстати говоря, есть очень важная вещь, что обычно по-хорошему нужно написать слово override. То есть для того, чтобы программа, ну, как бы, программа, она умная, она и так поняла, как бы, ну, Java и так поняла, что если ты берешь, переопределяешь функцию, используешь, ну, называешь ее make sound. Вот override позволяет сказать Java, типа, слушай, кстати, это называется аннотация. Все вот эти собачки называются аннотация. И очень часто они используются в тестах, для юнит-тестов. Там before класс, если помнишь, там after класс, который тоже обсудим. Вот Да, именно. есть такое, немножко Вот. помню.
Вот, аннотация, собственно говоря, собачка, а потом идет функция, либо метод, да, имеется в виду, и здесь уже пишешь, что тебе нужно. Вот make sound. Смотри, в чем прикол. Ну, то есть, да, мы в данной функции, в данном случае программа смотрит, что находится в doc и вызывает именно эту функцию barking. Вот, собственно говоря, все в этом плане. Ну, давай теперь для упражнения сделаем еще класс, соответственно, cat. Java класс, называем cat. И cat, смотри, в чем прикол. Мы можем cat его расширить как от animal, так мы можем его расширить, скажем, от dog. То есть, потому что в dog вся та же самая реализация есть, плюс есть то, что в animal, и таким образом мы можем наследовать одно от другого в зависимости от того, как нам нужно. Мы можем взять, естественно, расширить тот же dog класс. Вот dog. Это, по-моему, запутает меня больше сейчас этот... Давай вот это. От animal. Да, пускай это animal. Ну, соответственно, сейчас зайдем в main и пускай создадим cat. Опять же, cat равно new cat и cat.makeSound. Как думаешь, что напишет в этом случае, если мы от cat сейчас создали объект cat и с ним работаем? Что он напишет, какое выражение? Ничего не напишет, у нас нету, не определили мы, что он должно делать. Подожди. Так, мы не определили в cat. А что насчет... То есть значит, подожди, а что у нас в animal есть? А если открыть... Make sound тогда будет просто. Sound is made. Именно так. То есть таким образом мы берем отсюда, и будет говорить sound is made. До тех пор, пока мы не решим переопределить и сделать override, и в override написать public void, как там, make sound мы говорим, или make sound, да, make sound, и здесь напишем, ну, пускай будет meow. Meow. Вот. Запускаем это все дело, естественно, запускается с мейна, то есть запускается только всегда класс main. Как в нем находится главная функция, эта функция все, грубо говоря, стартует, все запускается. Вот, мы нажимаем, пошла жара, мяу и баркинг. Если animal, то будет, да, sound is made. То есть вот мы сделали два отдельных объекта, dog и cat, и с ними мы работаем. В каждом из этих объектов можем создавать те функции, которые нам удобны. Допустим, ну, к примеру, можем сделать что? Ну, можем писать функцию в классе cat. Public, допустим, что у нас будет? Int. Возвращаем int, к примеру. Пускай будет return age. Вот. И здесь, соответственно, пускай у нас будет return, к примеру, age, сколько кошки будет? Пускай будет 5 лет кошки. Return 5. Так, у нас int, соответственно, возвращаем цифру 5. Вот, соответственно, возвращаемся в main. Вот наш cat. И можем, скажем, например, cat return age. Как думаешь, что произойдет, когда мы запустим эту функцию? Return age. Это должно и написать. Давай запустим, посмотрим. Как думаешь, почему не написала? Ну, она ничего не написала по той простой причине, что мы не использовали system out для этой цели. Видишь, если мы вернемся в cat, то видишь, что на return 5, ну, компьютер эту пятерку это увидел, но мы ее никаким образом как бы не сказали напечатать, то есть команд напечати не было. Чтобы это все вывело нам правильно, то нам нужно вот еще сделать system out println. И здесь внутри системы out println, так как мы можем сделать вложенные функции, мы можем одну функцию вложить в другую. То есть это опять же красота программирования, что можем переиспользовать и одну в другую вкладывать. Вот и сюда мы можем запихнуть всю эту красоту. cat.returnAge. Вот. Следовательно, запускаем. Пишет 5. Вот таким образом это все работает. При этом смотри, что если в doc, если ты нажмешь doc, у него не будет этой функции про age, у него такой функции нет. То есть у каждого объекта свои абсолютно приколы, свои права, да, свои функции. То есть они, вот это мы отделили, инкапсуляция, то, что мы все отдельно разложили, да, всю реализацию друг от друга скрыли. Потом наследование, что у нас наследуется друг от дружки, и полиморфизм, что может принимать разные формы. То есть может, допустим, гавкать, может просто говорить sound made и прочее такое. В этой связи еще важно рассмотреть такую важную вещь, как... То есть есть переопределение, вот это называется переопределение метода. Когда мы берем слово make sound в cat, мы его переопределяем и с тем же названием
мы выполняем что-то другое. Да? То есть мы вместо печатаем одного текста, мы используем другой. Мы можем, например, сделать иначе. К примеру, вместо make sound мы можем изменить сигнатуру функции. К примеру, как тебе сейчас лучше объяснить? Ну, пускай будет... Так, ну пускай будет make sound, такой вот, просто make sound. Здесь он, соответственно, будет печатать мяу. А если мы сделаем public, скажем так, То есть объявление функции сначала этот public, то есть это общее или private, потом объявляется тип переменной, которая она возвращает, Так, а так. потом вызывается Не, ссылка название функции потом, вот это вот make sound или какой ты хочешь. И что получает эта функция на входе? Да, и что получает на входе? Именно так. Вся система функций, она такая вот, таким образом делается. Ну, то есть, давай, допустим, напишем make sound, но в этом make sound такой же. Но можно, опять же, видишь, в Java можно такую красоту сделать, как, допустим, public void make sound. Да, и здесь, допустим, видишь, он сразу проблему писал, потому что с одинаковым названием. Но мы можем ведь взять и изменить, написать здесь, к примеру, string, и string, допустим, s, ну, пускай s будет. Видишь, все, перестало ругаться, то есть его не напрягает тот факт, что функция одинаково называется. Даже если ты изменил чуть-чуть сигнатуру функции, то есть, то бишь то, что либо она возвращает, либо что-то она принимает, то оно автоматом считает, что это все хорошо. И здесь, ну, можем что сделать? Допустим, можно написать system out println и, к примеру, s. То есть вот s. То есть мы берем, печатаем то, что мы принимаем s, и тут же эту s тут же и выводим, грубо говоря. Вот, да, посмотрим, как это работает. В main, это что у нас? Я в cat добавил, да? Да, это я в cat добавил. Вот у нас cat. Cat, смотри, пишем, ну, берем вот return name, чтобы не путаться. Cat make sound. И видишь, как мы пишем make sound, у него есть на выбор две вещи. То есть либо пустая, которая ничего на вход не берет, либо s, в которой, грубо говоря, берет на вход string, тип значения string. Вот. И пишем здесь, соответственно, string, соответственно, нам нужно фигурить кавычки. И пускай здесь будет bark. Ой, не bark, а мяу. Мяу. Вот. Запускаем. Что получается? У нас получается одна функция мяу, а другая мяу, потому что она, как сказать, ну видишь, мы просто взяли другую сигнатуру функции записали. Вот и все. То есть мы можем таким образом, даже с одинаковыми названиями, описывать вот одно и то же название функции. То есть в этом тоже красота, что можно менять чуть-чуть сигнатуру и при этом можно такое же название использовать. Это более-менее понятно? Более-менее. Надо осмыслить. Да, надо осмыслить. Смотри, в чем прикол, кстати говоря. Прикол в том, что мы же используем объектно-ориентированное программирование. Значит, мы можем по-всячески выкручивать нашу программу. Можем сказать, допустим, можем сказать ей, слушай, вызови-ка в некоторых случаях, вызови нам функцию из родительского класса. То есть это называется как бы класс ребенка, то есть который производная, да, от класса. Используя на английском языке понятие parent class and child class, потому что мне же это интервью проходить. Да. Child and parent class, да, сорян. Смотри, и в этом случае есть такое ключевое слово, которое называется супер. Оно в разных языках по-разному, но это, опять же, ключевая система объектно-ориентированного программирования, что мы можем сказать, допустим, здесь super.makeSound. И смотри, что происходит. Оно скажет, это слово super. Оно автоматом говорит, что слушай, возьми, запусти функцию не только вот эту, которая здесь, а возьми, запусти его с родительского класса. MakeSound. Вот, если мы опять же все это запустим, у нас что получится? Sound is made, видишь, написано. Так, это у нас какого класса я тут? Так, cat, make sound.
Вот он мяу, потом sound is made. Видишь, она взяла... Оно исполняет все методы, которые описаны в main? Или все подряд, что записаны в этот в Что в main проекте? написано? Ну давай, грубо говоря, сотрем это все, чтобы не было слишком... Вот, давай сделаем сначала. Запустим сейчас, пока ничего нету. Мы что? У нас класс cat. Смотри, что класс cat, у нас функция makeSound делает две вещи. Сначала пишет мяу, а потом она запускает метод makeSound, но не с child, а из parent. Вот, makeSound. Получается, таким образом, вот при запуске, давай создадим еще раз вот этот вот cat. Вернем его makeSound. Вот, мяу и sound is made. То есть опять ты можешь взять и стереть эту часть, которая, ну или закомментировать, которая сделана здесь. И при запуске он теперь только вызовет ту функцию, которая вот указана в... Как ты быстро закомментировал? Это значит command и на винде, наверное, control и control и slash. Такой вот. Вот. Для этого Я писал. Control и slash, собственно говоря. Вот. Так, что непонятно говори, если что-то запутал. Я вот пытаюсь это все осмыслить. Вроде бы как бы оно и понятно, но вот по поводу ты это все это показываешь. Мне, понимаешь, раньше мне очень было непонятно вызов вот эти все через точку. Вот, вот это я вообще никак не мог это догнать. А здесь видишь что? Ты просто нажимаешь название объекта. Опять же, видишь, ты создал объект cat, с этим объектом работаешь. Нажимаешь cat, точка, и оно, видишь, будет... Стой. Давай так. Вот этот... почему написано cat? Где? Вот здесь? Нет, первая строка, строка 10, да. То есть первый cat большое, это обращение к классу cat. Потом cat это введение, это новой это функции. Название. Это название. Название. Оно должно всегда быть маленькой? Обычно стандартно пишется такая структура, да. Ты можешь писать cat. Я не знаю конвенцию по этому поводу, поэтому да, то есть да, обычно объект с маленькой буквы пишется, да. То есть драйвер, это в случае с веб-драйвер, знаешь, что постоянно пишется с маленькой буквы драйвер, да. И потом равно... И создает новую инстанс функции cat. Именно так. Ну, не функция cat, не функции. Класса функция, класса cat. Да, именно так. Создает именно, да, новый объект, грубо говоря. Ты можешь хоть 1000 объектов создавать, они все будут, ну, в зависимости от твоих нужд. Ты можешь создавать их хреновую тучу, они все будут, соответственно, по-разному, можешь разные давать параметры. Ну, грубо говоря, ты можешь создать новый инстанс и сказать ему одну, потом другую. То есть это, опять же, можно описать в конструкторе класса. Что, грубо говоря, можно по-разному... Ну, грубо говоря, давай сейчас вот это обговорим. Так, это я вернул cat. Еще такая хрень есть, как конструктор класса. Тут же вот здесь вот у нас cat. И мы можем сказать cat. Вот, это конструктор класса. Означает те вещи, которые... Ну, опять же, есть конструктор какой-нибудь там функции, да, есть конструктор класса. То есть ты можешь тут указать, что происходит при создании класса. Какие вещи. Вот. Ну, к примеру, можешь сказать, что у класса cat будет какая-нибудь переменная. Какая-то переменная будет использоваться только здесь, в этом классе. Пускай будет private string cat name, к примеру. Вот. Потом будет private string... Что она ругается? Она ругается, потому что мы здесь... Вот, все, окей. Давай вернемся. Private string cat name, private int, ну, к примеру, будет cat age. Вот. То есть мы это все внутри нашего класса занесли. Потом конструктор идет, и конструктор на входе может, к примеру, брать... пускай будет string c и int get age. Так, почему не работает? String c, ага. Потом мы говорим this точка cat name равно c. Потом this это когда мы говорим о конкретном классе. То есть это конкретный класс у нас называется cat. Да? Мы говорим из этого класса cat, берем элементы отсюда, объекты. Подожди, так это у нас уже есть класс. А ты создал внутри еще один класс? Нет. Сейчас я скажу, зачем это нужно. Cat age.
равно getAge. Это называется конструктор класса. То есть ты помнишь, когда создаем функции, мы можем указать внутри здесь, какой тип значений мы принимаем. Вот, что мы берем и делаем. Вот, то есть можем писать там string, integer, да, то есть int c там или прочее. То есть это для функции. Но ведь класс, когда класс создается, тоже можем задать какие-то определенные параметры ему. Вот, допустим, видишь, у нас сразу заругался и говорит, типа, вот ты создаешь cat, но в случае с cat ты не указал, что именно ты создаешь. Вот, давай здесь возьмем в cat, укажем, значит, что мы требуем в cat. У нас нужно cat name и cat age. Пускай у нас будет здесь cat, имя кота будет у нас, там, не знаю, барсик. Age у него будет 10, к примеру. Вот. Мы создали класс, в котором есть у нас, соответственно, барсик и cat age 10, ему лет. C. Что-что? Там было... перейди обратно в cat. Угу. И здесь cat name. Это cat name. Да, Окей. да. Это как переменная ты обозначил cat name это C, а уже C принимает на себя значение барсик, так? Да. Смотри, если берем main, всегда обычно подсвечивает. Видишь, C и cat age. Вот у нас здесь. Подходящий редактор подсвечивает C. А почему нельзя использовать было сразу cat name? Как здесь cat name равно new cat name. Это не создание объекта, это никакое не создание объекта, это просто мы берем, обращаемся к переменной внутри класса. Инкапсуляция, мы работаем чисто внутри класса. Здесь ты можешь как угодно реализовать эту всю реализацию здесь, неважно. Меня уже начинает перегружать системы. Ладно, Ты мне называется Java за 3 минуты. Да, но это... Смотри. Это понятно, да. Но вся эта хреновина, зачем это нужна? Это называется конструктор класса. То есть мы говорим при создании, когда ты говоришь, слушай, создай ко мне элементик с названием cat, оно берет и спрашивает, с какими параметрами создаем этот класс. Почему это хорошо? Потому что, смотри, ты можешь сделать, скажем, cat2, скажешь равно new cat, и здесь уже пишешь не барсик, как, к примеру, а какой-нибудь там Bob, и age, допустим, 15. То есть это объектно-ориентированное программирование, причем, видишь, ты сможешь объект создавать с параметрами, которые тебе удобно. Вот. И каждый раз это, соответственно, внутри этого класса ты можешь говорить, что делать с этими как бы значениями. То есть ты можешь создавать... То есть поначалу мы с тобой создавали пустые, в которые не было никакого конструктора. То есть он пустой конструктор был. То есть и здесь все было просто. А здесь мы создаем уже вот с какими-то значениями определенными. Вот. Что мы, собственно говоря, с этим всем можем делать? Return age. Вместо return age можем писать уже, к примеру, ему return cat age. Вот, видишь, она уже пишет, возраст его возвращает. Return cat age. И что у нас еще было второе? У нас cat name. И давай сделаем cat name какой-то еще определенный. Пускай у нас будет cat name public string, так как у нас возвращаем имя кота. Return name. Возвращение значений, как они определяются? Как определяется значение значений? Ну, то есть, как сказать, окей, ты их сейчас объявляешь, какие значения могут быть в классе cat. Угу. Так. Объявляю, какие значения могут быть в классе cat. Почему объявляю? Ну, просто я пишу функцию, которая берет из конструктора, обращается к конструктору, узнает, что вот cat Как name. ты знаешь, что это конструктор? Что? Как узнаешь, что это конструктор? По синтаксису это cat strings и int cat age? Да, видишь, обычно есть класс, а потом дальше идет то же самое название, то есть cat. И здесь внутри написано в скобках написано параметры, которые принимаются. Обычно после класса следует название вот это вот, допустим, cat. Оно должно дублировать название, должно такое же название быть. Иначе он не Мы же объявили этот private int cat age в 5-й строке. Зачем писать int cat age? А оно не будет понимать, пока это нет в конструкторе. То есть, допустим, эти переменные, и что эти переменные? Понимаешь, оно будет, может быть, ты это просто используешь в самом классе. А когда мы объявляем конструктор, это означает, мы извне по этим правилам играем. Мне нужно понять dependency, вот то, что ты написал вот в 7-й строке cat. Это ты, как это, мы же сами находимся в классе cat. Так. А
То есть ты дуплицируешь или делаешь копию класса cat внутри класса cat? Нет, ты не делаешь дупликат. Ты просто пишешь здесь правила игры, по которым другие классы взаимодействуют с этим классом. То есть говоришь, что, ну, грубо говоря, говоришь, что вот другой класс, когда обращается к классу cat, то есть у нас в функции main, смотри, cat, от него будет требоваться string и int. И вот ты пишешь, тебе нужна string c и int cat age. То есть два значения нужно. Вот если ты написал такие, то будь добр, укажи как бы это все в нашем случае. То есть без этого он работать не будет. Ну, давай, кстати говоря, запустим, посмотрим, что должно правильно сработало или нет. Вдруг что неправильно. Запустим, узнаем, что происходит. Так, что у нас не так? У нас не так вот что. Мы это все прекрасно написали, но мы возвращаем только, видишь, пишем return. То есть это все в память компьютера возвращается. Нам нужна команду, которая все это покажет нам. То есть вот что нужно сделать. System out println. Соответственно, вызываем функцию cat.returnAge. Вот. И, соответственно, здесь вторая у нас непосредственно cat.returnName. Да, посмотрим, сработает или нет. Return, так, скобочка еще одна. Так, посмотрим, что пишет. Все, видишь, она и указала нам return name H10, и Барсик указал. То есть он взяло и вернуло нам все эти значения. До сих пор не понимаешь? Более-менее. Да. Мне еще с конструктором класса чуть-чуть Я думаю, в непонятно. домашке разберешься очень даже, в принципе, неплохо. Смотри, для более понимания, для чего, в принципе, это нужно, допустим, да, создаем cat2, к примеру, и здесь, опять же, пишем то же самое методы, да, только указываем здесь параметр не барсик, да, то же самое, как мы там хотели, bob, и здесь age, допустим, 15. Вот, запускаем. Подожди. Так зачем это сделать в main, если мы все объявили эти значения в cat? Зачем писать bob вот здесь и catH15, если уже это объявлено в cat? В классе. Сейчас объясню, что запущу еще раз. Я, видишь, неправильно писал. Запускаю еще раз. Видишь, теперь пока 10-15, 10 барсик и 15 боб. То есть оно все указало. Вопрос твой чисто в чем? Где? Еще раз указывать где? Есть в функции cat, мы объявили уже, что это оба этих кота с именем и возрастом. В классе cat ничего нет. Класс cat это шаблон. Смотри, где здесь указано здесь что-то. Здесь ничего не указано. Здесь ни имя, никакое не указано. Это просто шаблон, на котором создаем объект. А с объектом мы уже работаем. А в объект, видишь... Где-то ты писал этот барсик и все остальное. Нет, это все только в главном классе указано. То есть, видишь, класс cat это чисто шаблон. Здесь абсолютно нет никаких значений. Здесь чисто он берет, мы говорим лишь, верни нам эти значения и все. А вот уже именно в классе main мы с этим объектом работаем, и значения эти, видишь, он выводит. Причем смотри, насколько код выглядит более-менее чистый. То есть мы лишнюю всю хреноту скрыли в наших других классах. То есть оно все вообще как бы, ну, мы даже не учитывая тот факт, что в классе animal, да, make sound указан, допустим. То есть они все разделено, и все по классам разбито. Вот. То есть, а здесь пишем чисто в классе main мы пишем, больше нигде. Вот, ничего здесь как бы лишнего нет. Так, перегрузил. То есть, видишь, конструктор класса. Конструктором... Окей, давай еще раз по конструктору. У тебя есть класс cat, где ты объявил переменные. Вот string. Да, вот класс cat, в котором есть две переменные. Причем, заметьте, они private, то есть они только в этом классе работают. То есть мы совершенно как бы... вот здесь, я думал, что... Так вот, я вот эти про них говорил, что у нас тут они есть. Да. И мы используем только внутри этого класса. Вот. Вот синий, вот это в 7 строке cat, это вот что? Это конструктор. Начинается здесь. Это класс, public class cat, extends animal. Здесь мы просто говорим правила игры. То, что мы берем, наследуем это все от класса animal. Потом пишем переменные, тут вроде, я думаю, понятно. А вот именно здесь мы уже в конструкторе класса мы говорим для внешнего мира конкретно, чисто для внешнего мира, что мы хотим от этого класса. Что он на входе были два значения.
А эти два значения, которые мы здесь указали, они используются непосредственно внутри нашей функции main. То есть мы в классе функции main уже вызываем эти, создаем, и видишь, создается new cat, новый объект на основе класса cat. И здесь уже указали, вот. Если мы возьмем, уберем это все, он будет ругаться, говорит, слушай, а где, собственно говоря, эти значения? Почему их нет? Видишь, expected two arguments, but found zero. И он, видишь, причем указывает тебе этот конструктор, прям IntelliJ IDEA тебя подсвечивает, говорит, слушай, ты забыл два этих вот значения использовать. Ты взял и проигнорировал их. Он даже не запустится, он будет ругаться на эту проблему. И причем важен даже порядок. Потому что если ты возьмешь, допустим, 15 укажешь здесь это, то он скажет, слушай, так, ты неправильно указал, что должно быть... Исполняется всегда main по-любому. Всегда main по-любому. Если ты назовешь main... Исполняется все, что заложено в main, а все остальное это то, что мы можем вызвать. Да, все остальное это просто... Считай, смотри, это все, то, что все эти классы, это как, грубо говоря, шаблоны, как, не знаю, как с почты, да, просто разные шаблоны, которые ты можешь их либо использовать, можешь нет. Ты можешь взять, поубирать, допустим, все это к чертям, вот, закомментировать, скажем, запуск сделать, и он такой, типа, чё, я не знаю, что с этим делать. Вот, поэтому считай, что да, вот, таким образом все работает. То есть ты шаблоны либо используешь, либо нет. Поэтому красота объектно-ориентированного программирования, что ты можешь создавать кучу классов, а потом решать, будешь ли ты их вообще использовать или не будешь. Вот, соответственно, здесь, да. То есть вот, как это заключается. Так. Ну, то есть, видишь, к чему приводит? Приводит это к более-менее читабельному коду, который не перегружен всякой ненужной фигней, которая в данный момент не нужна. Ты можешь добавлять функцию. Ну, соответственно, добавим какую-то функцию в animal. Вот, мы решаем добавить в animal еще какую-нибудь функцию. Пускай это будет, ну, к примеру, public void print, что это будет? Print name пускай будет. Суть важна. Пускай будет system out println name is printed. Вот. Ты добавил его непосредственно в класс animal. Вот. Естественно, таким образом мы что делаем? Таким образом получается, что мы можем использовать эту функцию из всех остальных, из doc, из cat автоматом. То есть то, что в cat написано, cat .print name, видишь, print name автоматом добавился, то есть можешь его использовать. То есть таким образом все друг от друга исходит, и добавление нового функционала, оно как бы вполне возможно. В одном классе, потом этот функционал добавляется в другом классе. Если тебе что не нравится, берешь, переопределяешь в новом классе. То есть все вот так вот можешь как делать, как, не знаю, как песочница, собирать из кусочков все это дело. Далее, что еще мы не обсудили? Мы это все говорили, все те примеры, когда мы создаем какой-то новый объект, да? А вдруг нам, скажем, ну, совершенно не нужно создание нового объекта. Давай закомментируем все. К примеру, мы хотим сделать какой-то пример, когда, ну, к примеру, ты точно знаешь, что тебе не нужно создавать новый объект, с ним работать. Ты, допустим, хочешь этот шаблон использовать в течение всей программы, то есть никакой кастомизации никакая не нужна. Тогда можем сделать какой-то класс. Пускай у нас будет new Java класс, static класс, пускай статический, который не меняется, static класс. Так, public static класс, extends animal. Остальные какие были? Остальные, видишь, классы бывают двух типов. Бывают динамические, то есть, да, когда ты можешь выбирать их все, как бы, создавать объект, с этим объектом работать, как угодно там конструктор менять. А бывает, что ты можешь, грубо говоря, не инициализировать, грубо говоря, не инициализировать класс. То есть каждый раз здесь, когда ты работал с этим всем, ты брал слово new называл, да, new, cat и прочее. То есть ты создавал новый объект. И ты мог создавать каждый новый объект с разными параметрами. То есть Bob, там, не знаю, Лиза, как угодно ты можешь назвать их. Бывают случаи, когда нужно использовать статические классы. То есть, ну, да, бывает полезно, что тебе ничего не нужно, не хочется менять, создавать. Ты можешь один и тот же класс в течение всей программы
переиспользовать и таким образом не меняя его параметры. Ну, здесь такая штука, что в Java первый класс как бы это динамически должен быть, public класс, static класс, а вот внутри него второй вложенный класс, скажем так, класс static класс 2, к примеру, он может Первый быть... динамический, а второй нет. А? Сказал, что первый должен быть динамический. Да, он не может быть статик. Если пишешь public static класс, вот, здесь оно ругается, но почему-то в Java видишь такое вот правило, что да, ты, опять же, можешь внутри одного файла один класс в другой вкладывать. Это там вообще отдельная тягомотина, которую еще до конца нужно изучить. Но на самом деле можем вложить один в другой, так, класс, static класс, и здесь написать, допустим, system out. Ой, пардон, здесь пишем функцию, внутри этого класса пишем функцию public print something. Так, он ругается. Да, void, забыл void, пардон. Public void, здесь пишем system out println, тест, допустим. Смотри, здесь класс static класс, внутри него вложен static класс 2. Как это все дело вызывается? Нам теперь не нужно писать там static класс, там, допустим, new, да, что ключевое слово new не нужно писать, но объект не создается. Можем сделать static класс, точка static класс 2, Подожди, статик — это определение класса или это просто ты взял название. Да, сейчас, пардон. Меня смущает, есть же статик какая-то определяющее значение. Ну, как то же самое, как public и private. Ну да, есть такая хрень. Так, подожди, что-то я сейчас это сам... Меня немножко путает, я пытаюсь осмыслить. Мне кажется, сейчас, наверное, статик класс слишком перегружать не нужно все время статики. Сейчас это, подожди. Почему он не вызывается? Статик класс 2. Почему он не вызывается? Там функция была в нем. Функция надо print something. Extends animal. Давай, пускай она ничего экснодить не будет, просто static класс, чтобы не путать. Теперь оно вызовется или нет? Static класс 2 точка. Что-то оно не вызывается. Так, ладно, это я тебя потом. Это, мне кажется, сейчас не суть важно. Статический класс — это еще отдельная вещь, которую стоит разобрать. Это мы обсудим потом. Самое главное понять эту всю структуру, да, то есть вот у нас отдельно есть объекты, мы это все по шаблону создаем. В шаблон это непосредственно, считай, наш класс это и есть шаблон. Вот. Еще важную вещь можно обсудить. Кстати говоря, это тебе позволит лучше понять инкапсуляцию, наследование и полиморфизм, вот эти три вещи на каждых примерах. Ты можешь назвать, что из них что теперь? Инкапсуляция — это то, что мы используем определенные методы внутри класса, ну или вызываемых там внутри класса. Не совсем. Инкапсуляция — это, грубо говоря, возможность скрыть реализацию чисто внутри этого класса. Ну, как бы на примере, видишь, вот, допустим, private, это вот, то есть, мы тоже скрыли, и не обязательно мы все методы должны быть public. Это, видишь, можно там... Ну, то есть то, что происходит в классе, оно не может быть вызвано, или переменные этого класса не могут быть вызваны из другого класса. Типа того, скрытие реализации, да, грубо говоря. Так, скрытие реализации, ты, думаю, будет достаточно, что скажешь на интервью, если вот. Да, вот это, я думаю... На английском говорит тогда, потому что я могу другое значение иметь. Да, как по скрытию реализации? Сейчас, я уже сам не помню. Hidden realization? Hidden... Реализация может быть другое. Ну, да. Hidden calling. Hidden functions inside the class, so the hidden functionality behind the class. Functions and methods. What is the difference? Да, то же самое. В принципе, не имеет значения. Вот это вот все, это функции и методы называть. Я как бы и так это называю, поэтому не обессудь. Это одно и то же. Так, это наследование что такое? То есть ты можешь обратиться... Да, то есть ты можешь взять и сказать, один класс читает другой, считывает другой класс.
Вот, и слово extends. То есть, говоришь, что если в Java слово extends, в других языках там какие-то другие ключевые слова. Вот, есть для этого всего. Полиморфизм. Что такое? Тут скользнул от меня там. Полиморфизм, слушай, это вот возможность одного и того же как сказать, объекта принимать разные формы, вот, грубо говоря, собственно, этого, грубо говоря, так если сказать. Ну, к примеру, вот make sound, да, вот в случае с классом cat, ты говоришь, если кошка, то она вот make sound делает, соответственно, ну, вот если в классическом виде у нас есть вот без комментария, у нас сделал sound мяу, да, то есть печатал строку мяу. А если в классе animal, то у нас в классе Animal оно говорило sound is made, потому что мы не знаем точно, что как бы делать. То есть, видишь, название одинаковое нашей функции или метода, да, а при этом разные формы принимает. В случае, если это берем, наследуем если берем это в классе cat, то она будет мяу, а если animal, то мы берем, соответственно, другое значение. То есть, то же самое функция названия, при этом оно разные формы принимает. Вот, это вот тоже важная вещь. Вот эти, на трех этих китах это все держится. Одна только проблема в том, что есть такое понятие, как ООП головного мозга, да? Это когда люди берут всю вот эту вот хрень, они берут, городят из нее и слишком уж злоупотребляют ООП и берут там все, там должно быть в виде классов, методов, и просто получается какая-то каша, когда все так перемешано, друг на друга завязано. Но представь, у тебя большая программа, скажем, класс, допустим, ты наследуешь не от класса Animal где-то, а от класса Cat, допустим. Берешь там один класс от этого, потом от этого, и в итоге ты уже не понимаешь, что ты нагородил. Уже программа, чтобы ее прочитать, уже такой думаешь, блин, что от чего зависит, я уже не пойму. Вот. Так что вот так вот бывает. То есть нельзя это всем злоупотреблять. Но тот факт, что если бы этого всего не было, то представь, в классе main ты писал бы всю эту кучу всего кода. То есть все пришлось бы писать отдельно, и куча функций, и, в общем-то, И все, что поменяется, опять это все переписывается. опять все переписывать, именно о чем и речь. На следующем уроке мы с тобой будем это на примере веб-драйвера делать. И, кстати говоря, там вот именно статик лучше разберем, потому что я вот это сейчас самого голова это все подряд замешал. Вот, на классе веб-драйвера в том простом примере, что, грубо говоря, каждая страница приложения, допустим, homepage, там, менюшка и прочее, можно представить как отдельный класс. И в каждом из этих классов спрятать эту реализацию. То есть какие-то кнопки. Вот, работаем с кнопками. Если этот класс, то вот таким образом кнопка работает. Если этот класс, то таким образом. И то же самое с классом main вызываются эти все... То есть, если, например, с классом создали класс работа с кнопкой, потом, Так. потом мы создаем там new класс, то есть вызов этого класса, но мы можем там one click или double click того же класса. Да. Ты можешь написать один базовый класс, который будет отвечать за работу, скажем, с нажатием определенных клавиш, потом, допустим, его расширить, и, скажем, допустим, homepage работает с этим классом, расширяет этот класс, и как бы все методы эти будут добавляться. Ну, то есть, на самом-то деле, да, это лучше потом на конкретных примерах рассматривать, сейчас просто не хочу все это мешать. На самом-то деле, да, красота заключается в том, что это называется все Page Object Concept. Если ты уже слышал, там часто в автоматизации используется Page Object Model, так напишется, ну это POM, допустим. Что это такое? Page Object Model. POM это же это в Maven настройки. Ну, это называется так же, но POM это, здесь POM это просто имеется в виду, да, настройки dependencies, то бишь dependencies всех библиотек. Вот. А здесь в случае с POM это имеется Page Object Model. То есть представляется, что каждый класс это как бы своя эта модель, да, в которой спрятана реализация, к примеру, в классе homepage, там клики для кнопок на homepage, в классе какой там следующий там about, значит, все, что связано все переменные связаны с работой с about. И потом они могут от общего наследоваться от другого класса, базового, да, page, допустим, который будет просто говорить о том, как работать с страницей, как какие-то еще базовые вещи. И вот так оно, почему я думаю, у тебя в проекте там все так нагорожено, удобно, да? Ты, опять же, можешь, если хочешь, покажешь в проекте, как все выглядит. И там наверняка тоже так все разбито, потому что я не представляю, как большой проект сделать, если все это не разбивать по отдельным там кусочкам. Да, все по классам разбито. То есть один тест, один класс. Ну, нет, там в классе может быть и сотни тестов,
но в принципе это там функционал это какой-то определенный определяется одним классом. Да, да, и ты вызываешь, это на Java написано, на чем? Да, на Java. О, круто. Ну, потом мы разберем на следующем уроке, я думаю. Еще такая штука, как интерфейс. Сейчас я не знаю, стоит ли разбирать, или вкратце хотя бы это открыть, чтобы закончить. Ну, короче говоря, да, давай, пускай еще интерфейс покроем. Создадим класс еще, он будет называться интерфейс. Пускай будет. Кстати говоря, не знаю, разрешит назвать или нет, интерфейс. Ага. Не, он заругался сразу. Не, он не заругался. Короче говоря, интерфейс. Мы переименуем, назовем не как public, интерфейс. Ну, Почему? представь. Почему? Мне вот эти повторяющиеся названия очень смущают. Не, ты мне объясни, если так правильно, это конвенция, я должен это понять. Просто Конвенция всегда такая. Конвенция такая, что пишется public, то есть это либо публичное, либо или скрытое, всегда пишешь public, потом либо класс, либо интерфейс, сейчас расскажу, что такое интерфейс, и потом название этого класса. Все, потом эти вот скобочки фигурные, и все, пошел-поехало. То есть, да, обычно public, ну, ты можешь этот public убрать, допустим, вот. Вот, тогда он, по-моему, становится какой-то дефолтным, по-моему, private становится, если ты убираешь public, ну вот, но по конвенции обычно пишется, да, нужно... Java очень любит, когда все четко показано. Public, как public, private, так private, что отдельно пишешь все это дело. Вот, смотри, что. Интерфейс. Давай представим, что у тебя есть, скажем, два разных класса, и тебе нужен какой-то контракт, по которому ты будешь их всех связывать. То есть, грубо говоря, видишь, даже буковка I поменялась. Как только я назвал этот интерфейс, буковка вот здесь I вместо C. Вот если это C это класс, то I это интерфейс. И здесь, допустим, ты хочешь сказать, что чтобы создать два этих класса, нужно именно по определенному какому-то принципу. Здесь, допустим, пишем int digit так вот, и int digit 2. Сейчас объясню, что к чему. Вот, допустим, какой-то определенный параметр здесь. Указал в этом интерфейсе, и ты говоришь, что по такому-то принципу интерфейс должен связывать digit и digit 2. Сейчас это все это. Так. Интерфейс равно new интерфейс. Вот. И видишь, что он заставляет? Он не заставляет... Заставляет тебя написать реализацию всех этих интерфейсов здесь. То есть ты сказал, что типа, если ты делаешь интерфейс, то ты должен именно по вот этим двум параметрам сделать. Он уже автоматом за тебя написал, что какую диджит ты возвращаешь. Так, точка, запятой. Вот. Допустим, создаешь, один возвращает 5, другой возвращает 7. То есть интерфейс это вот такая штука, которая, да, сейчас при запуске он должно вернуть эти Что за интеркафе? Че? Это ошибка у тебя или интерфейс? Странно, интересно, интерфейс, почему, да. Да, интерфейс. Да, видимо, нельзя так же называть. Это как это зарезервированное системное слово, которое ты не можешь. Да, интерфейс он не хочет. Так, ну вот. То есть ты с мейна, вот это первое слово интерфейс, это вызов класса или это интерфейс, что это такое? Интерфейс это контракт, который связывает два, скажем, класса между собой. Опять же, это сейчас в этих рамках сейчас оно не особо-то и нужно. Как это все делается обычно? Создаешь какой-то отдельный класс. Сейчас скажу, например, класс 3, допустим, к примеру. И здесь пишешь public class 3 implements interface. Вот. И она ругается, типа, а где же эти методы? Ты сказал, что ты будешь писать класс по каким-то определенным параметрам, по какому-то определенному контракту. Говорит, а где все эти методы? Если ты имплементируешь класс интерфейс, абстрактно, да, если абстрактный класс такой интерфейс, то что в него ты хочешь сделать? Он говорит, имплемент метод нажимаешь, и он говорит, что ты хочешь реализовать? А вот эти два метода, int и int2. И вот здесь вот ты уже непосредственно все это реализуешь. Допустим, здесь 5 и 7. Пардон, вот этот пример сейчас это не очень хорошо показал. Давай это сотрем. Вот интерфейс. Так.
Так, а почему он хочет? Должен быть еще какой-то... Нет, я же здесь сказал интерфейс. Собственно, пардон, я уже в классе 3 это все указал, поэтому стираем это. В классе 3 это все создал. Вот. То есть мы это обязательно скрыли уже в классах вот этих других. Пускай, значит, мы сделаем класс 3. Класс 3. Класс 3 равно new класс 3. Все. Так, а что он ругается здесь? Еще одна кавычка нужна, вот все. Все, а здесь в классе 3, соответственно, нажимаешь, видишь, digit и digit 2 у тебя указано, два этих метода. Digit, класс 3, пардон, класс 3, digit 2. То есть, смотри, интерфейс, его идея заключается в том, что программисты правильно писали код и не нарушали какие-то обычаи, скажем так. Скажем, вот, допустим, ты один программист и решил сказать, что вот пришел другой человек в команду, чтобы он, скажем, писал определенные методы, использовал в классе. То есть ты никак не можешь обойти это все, должен, обязан использовать этот конкретный интерфейс, чтобы что-то сделать. И вот в классе 3 ты сказал implements интерфейс, и ты будь добр, но напиши этих два метода просто потому, что они вот нужны. И чтобы это именно было int и int в обоих случаях. Это часто используется в базе данных. Знаешь почему? Потому что, к примеру, ты базу данных делаешь, и там есть определенные правила обращения с базой данных. Если ты пишешь implements, допустим, там SQL класс какой-то, да, то есть ты грузишь его, ты будь добр, работай с определенными функциями, вот. И ты не можешь никак это обойти. То есть меня несколько раз это в программировании на андроиде, помню, мучило, что там ты обязан сделать это, написать implements, и никак не можешь обойти. То есть, если ты extend сделаешь, да, то ты можешь либо использовать, можешь не использовать. То есть, ты это по твоему личному усмотрению. А когда ты говоришь implements, то есть, тут будь добр с этой конвенцией, как сказать, ее реализуй, и все. Других вариантов нет. Фух, вот. Видишь? Так, это более-менее понятно или запутал сейчас? Ну, я понял разницу между implements и extends. Вот, это хорошо, это самое главное. То есть implements это прям, знаешь, четкие такие правила, которые, ну, никак ты не можешь. Но это то, что ты implements, это должно быть объявлено в интерфейсе, да? Да. Все это объявлено, вот интерфейс, вот здесь он в этом интерфейсе, единственное, видишь, что указано. То есть, например, нельзя имплементировать, например, animal. Да, потому что animal это не интерфейс, а это класс. И класс это, знаешь, такая сущность, которая может, ну, как бы, ты Гибкая можешь более. ее по своей системе, как ты хочешь делать. А вот именно интерфейс это когда вот либо так, либо никак. То есть, если ты не напишешь имплемент, оно просто запускаться не будет. Вот и все. То есть, это четкие, строгие правила, и больше никак. Вот. На самом деле, я думаю, на сегодня нам хватит.